Я являюсь огромным поклонником серии игр Sonic the Hedgehog. Игры, мульты, фанатское творчество по синему ежу буквально сделали мое детство. Однако я не могу отрицать, что Sonic далеко не самая стабильная франшиза. Тут даже говорить толком ничего и не надо, все было сказано тысячу других людей порядка 1000 раз до меня. Sonic претерпел столько преобразований, прошел через столько невзгод, что у него и фан-базы-то толком нет. Есть разобщенные группы фанатов, что периодически срутся друг с другом по самым нелепым поводам. Обо всем этом, друзья, я уверен, вы слышали не раз. Однако, несмотря на то, сколько людей говорят о неопределенности франшизы, это чаще чем нет касается только лишь игр. Геймплей это оборотень. Дело странное, ведь, казалось бы, на уровне самих игр, если, не хуже, страдает и сеттинг серии. Мир вселенной, если можно так выразиться. Приветствую вас на канале Зона Веселья с Саней, меня зовут... отгадайте с 3 раз, и сегодня мы обсудим неопределенность сониковского канона. Так, с чего бы начать-то? Ну, напрашивается очевидный ответ с самого начала. Да-да, прямиком с культовых классических игр про ежа. Казалось бы, какие проблемы с сеттингом могут возникнуть у франшизы на данном уровне? То есть сюжет предельно прост, персонажей можно пересчитать по пальцам одной руки, и все локации выдерживают одну мультяшную стилистику. Так вот, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно сначала задать немного другой. Где же все эти игры происходят? Это Земля? Это тот самый знаменитый мир Соника, именуемый Мобиус? Как считаете вы? Серьезно, я должен там вам пару секунд подумать и ответить. Я, правда, нифига не услышу, но это-то и не важно. К чему я все это веду? Вы правы. Вы все. Что бы вы ни выбрали, это будет правильный ответ. А все дело в том, что какой-никакой, но лор у классики все-таки есть. И, увы, не один. Имеется оригинальный, японский и, сюрприз, адаптированный американский. Что тот, что этот в целом вписываются в игры без заметных шероховатостей, ну так как по сути эти старенькие спрайтовые платформеры просто не в силах сказать что-то против. Японский лор рассказывает нам о том, что Соник уроженец маленького островка, именуемого Рождественский остров. Соник, однако, огромный любитель приключений и по сути как такового дома у него нет. Он просто путешествует по разным островкам Земли. Южный остров, Западный остров, остров Ангела, все вот это вот. И вот живет себе еж да радуется свободе, как вдруг бац, и доктор Эггман со своими амбициями по сбору изумрудов. Да и все зверьки, друзья Соника, пропадают. Так что так оно все и начинается. В Америке же, ввиду откровенно хреновой коммуникации с японской частью компании, решили придумать свою собственную предысторию ежа. И да, здесь начинаются проблемы. Ребятками из Sega of America была написана некая сониковская Библия. Что бы вы там ни подумали, с религией это название не связано вообще никак, да? Эдакий документец, призванный описать историю синего ежа. И поверьте мне, такое пафосное название выбрано тут вообще неспроста. В ранних изданиях всего документа Соник вообще был обычным ежом, что жил в своей ежиной семье с 5 сестрами в Небраске. По мере работы над документом, однако, это дело было опущено, и Соник стал простым антропоморфным ежом. События происходят на том так сильно знаменитом Мобиусе. Откуда же ребята Sega of America взяли это название? В интернете существует версия, что это ошибочный перевод слов Юдзинаки с одного из интервью, однако это интервью датируется 92-м годом, а издание Сониковской Библии с упоминанием Мобиуса 91-м, так что что-то не сходится. Возможно, ребята Sega of America придумали это и сами. В данном лоре наш еж бурого окраса, вполне себе обычный, помогает своему другу, доброму доктору Ови Кентабору. И да, не то чтобы стоит подмечать, это вроде все знают, но Ови Кентабор это отзеркальная Айва-работник. Док ищет 7-й изумруд хаоса, что должен помочь взять под контроль все остальные, так как они представляют в сущности довольно капризные. Соник получает от друга свои кроссовки-скороходы, дабы помогать в поисках, с помощью которых он бежит так быстро, что аж прорывает звуковой барьер и становится синим. Работник же рождается потому, что Кентабор просто отказывается выкидывать тухлое яйцо и на пути за щепоткой соли спотыкается о провода, вследствие чего падает в свою супернаучную установку и сливается с этим же самым тухлым яйцом и, хаос энергии, да, становясь злодеем, которого мы все знаем. Ну почти. Вот черта с два вы бы об этом подумали, бегая по всеми любимым зеленым холмам в первом еже, а? Как вы видите, здесь, мягко говоря, достаточно противоречий. Разные миры, разные взаимодействия между персонажами,
Круто, да? Причем, признаться честно, всякие мистические штуковины в духе огромного летающего острова Ангела или же маленькой планеты, что появляется строго над определенным озером на месяц раз в год, ее еще можно на цепь посадить. Все это кажется чем-то, что более подошло бы к какому-то абстрактному, неизведанному миру Соника. Но по сути нет. Оригинальная и первоначальная задумка говорит как раз о том, что все это происходит на Земле. Просто, видимо, в очень веселый период истории нашего мира. Забавно то, что вот эти вот разные несвязанные между собой интерпретации классических игр разрозненными отделениями, казалось бы, одной компании, дело не то чтобы разовое или ограничивающееся тем же лором. Помнится мне, в игрушке Knuckles Hautix тоже были совершенно разные версии примерно одного сюжета. В Японии говорили, что действие происходит на загадочном островце, что всплыл из морских пучин после событий Sonic и Knuckles, и конечно же он тут же привлек интерес Эгмана, что принялся его исследовать, после чего подтянулись и герои. В Америке же это просто огромный парк развлечений, который только-только открылся, и Knuckles сторожит его, чтобы убедиться, что все пройдет пучком. И вот, наверное, долго бы господа так спорили, не в силах наладить нормальную связь, если Sonic Adventure не оказался бы на прилавках магазинов видеоигр в 98-м, но где-то 99-м году. Sonic Adventure — это первая и, конечно же, стоит заметить, многострадальная полноценная 3D-игра про ежа. Это вам не 2D побегушки с едва ли одной кат-сценой на игру, не, это новый уровень. Уровень, где помимо перехода на следующий этап развития графики в играх, качества саундтрека и так далее, мы получаем полноценный сюжет. Соник носится вокруг и теперь уже не стесняется говорить и проявлять эмоции. Что же мы имеем? Видите ли, ввиду того, что, как упоминалось ранее, в игре есть сюжет, японцы таки показали нам мир, в котором живет Соник. И мир этот чихать хотел на все то, что там напридумывали американцы. Типичный земной город, вполне себе реалистичные локации, люди повсюду. Однако все не так приземленно. Остров Ангела, приземлен, возвращается во всей своей красе, да и локации с третьего Соника и, вероятно, Соник и Knuckles ясно дают понять, что мир это все тот же, что и в годы классики. Та же Эми вспоминает о замечательном спасении ее Соником от его же металлического двойника, хотя не припомню, чтобы в Sonic CD был вот именно такой момент. Так что перезапуском здесь никаким, конечно же, и не пахнет. Даже ехидны те же имеют свою богатую историю, уходящую в древние времена, со всякими мутировавшими чао, завладевшими там званиями богов разрушения и хаоса. Все указывает фанатам на то, что их, мягко говоря, обманули заявлениями о том, что Соник не с Земли. Однако вы, вероятно, скажете мне, что не все-то так и просто. Ведь в том же Sonic X герои попадают на Землю из своего мира вообще по несчастному стечению обстоятельств, при этом позже прихватывая с собой и остров Ангела. Возможно, что-то такое могло произойти и перед Sonic Adventure, верно же? А всякие там истории о древности как раз отсылаются к миру Соника. В таком случае версия существования мира конкретно Соника, а не Земли, имеет место быть, верно? Все не так просто. Прыгаем немного вперед и оказываемся в сиквеле Sonic Adventure 2, ни хера себе. Немаловажным дополнением этой игры в историю ежиной вселенной является космическая колония Арк. Соль в том, что дед Эгмана, славный парень же работник, занимался на этой колонии огромным количеством самых разных занятых вещей из тонны других исследователей. Помимо таких мимолетных и маловажных штук, как создание совершенной формы жизни, ученый, видите ли, исследовал... Да-да, изумруды хаоса. Да, также некоторые аспекты древней архитектуры с того же острова Ангела, учитывая, что ядро станции стилизовано как раз под алтарь мастера изумруда. Учитывая вот эти вот детали работы ученых аж за 50 лет до событий игры, картина с перемещением Соника и его друзей с своего мира на Землю немного рушится, верно? Не могли же они это и 50 лет назад проделать, только чтобы вернуться домой и затем к первому адвенчуру попасть на Землю еще раз? Притом вот эти вот 50 лет назад они должны были побыть, видимо, достаточно, чтобы Джеральд узнал что-то об их культуре, и это просто не работает. После второго адвенчура идет игра поистине интересная, так как сюжета в ней толком и нет, а вот выкинуть ее отсюда у нас не выйдет. Речь, конечно же, о Sonic Heroes. Игра в целом рассказывает свою обособленную историю, однако это нас сейчас не сильно интересует. Вы посмотрите на эти окружения. Как весьма точно подмечали и, как ни странно, по сей день подмечают критики да обзорщики, уровни в Sonic Heroes выглядят как раз как что-то, что мы могли бы видеть в классике, но просто перенесенное в 3D. В игре внезапно нет ни намека на людей, ничего приземленного и обыденного вообще. Однако, что забавно, так это то, что Heroes является связующим звеном между вторым адвенчуром, что очевидно происходит на Земле,
и Shadow the Hedgehog, что, в общем-то, также происходит на Земле. Следовательно, Sonic Heroes тоже должен быть на Земле, верно? Весьма нелепо предполагать, опять же, как и с Арком, что весь каст персонажей тупо вернулся на Мобиус на одну игру, а затем переместился обратно в аккурат под вторжение черных пришельцев. Ну, собственно, казалось бы, какие проблемы. Мы вроде бы поняли, что американский лор ежа времен классики потерял вообще любое значение и состоятельность. Мобиуса просто нет. Все эти экстравагантные невообразимые локации попросту находятся на Земле, причем даже не так далеко от типичных серых мегаполисов. Конечно, это чертовски странно, но это именно то, как оно все работает в рамках данной франшизы. И вроде бы нам стоит с этим смириться. Однако, как только одна проблема вроде как устаканилась, начались другие совсем странные трудности с миром вселенной и его обитателями. Вот помните ли вы кошку Блейз? Думается мне, что да, если вы во всяком случае следите за франшизой. Огненная принцесса из другого измерения, что охраняет волшебные камни, отвечающие за сохранность ее родного мира. Или же это подруга Сильвера, выживающая как он в условиях постапокалипсиса. Да, где-то в районе 2005-2006 года в серии стали спонтанно забивать на предыстории героев. Тех немногих героев, у которых они вообще есть. Блейз дебютировала в Sonic Rush, где явно говорилось о том, кто он и откуда. Однако уже годом позднее выходит Sonic 2006, где персонаж заручился совсем иным прошлым. После этого, причем в сиквеле Sonic Rush, ей вновь возвращают ее первоначальные корни и говорят, мол, нет, все это была хрень, вот так должно быть. Напрашивается чертовски очевидный вопрос, который явно задал бы один очень злой видеоигровой задрот. О чем они думали? Если проблемы с тем, что у неопределенного лора появляются разные интерпретации, я понять еще кое-как могу, то какого черта могло произойти, чтобы одних и тех же персонажей начать показывать совершенно иначе, я понять, извините, не в силах. Это какое-то странное откровенное наплевательство. Можно, конечно, было бы попытаться сказать, что в данном случае это прощается, так как СНГ, по идее, должен был, кажется, вроде быть, наверное, перезапуском. Но они же повторяют этот финт не раз. Даже не надо далеко ходить. Тот же злодей из мира Блейз, Эгман Нега, появившийся в Sonic Rush и являвшийся альтернативной версией доктора Эгмана, в Sonic Rivals внезапно стал потомком этого самого Эгмана. И с нашим доктором оригинальность ситуация-то вообще смешная, еще лучше, чем с Блейз. Он, опять же, дебютировал в Sonic Rush ноября 2005, где был как раз альтернативой Эгги. Затем выходит Sonic Rivals ноября 2006, где он становится потомком Эгмана. Затем выходит Sonic Rush Adventure в сентябре 7, где он вновь становится лишь версией из другого мира. Ну а потом выходит Sonic Rivals 2 ноябрь-декабрь 2007 в зависимости от региона, где он опять становится потомком из будущего. Как и какого черта? И знаете, что самое забавное? Это продолжается и по сей день, но мы вернемся к этому немного позднее. На протяжении последующих игр, несомненно, ничего в принципе не противоречит первоначальной задумке японцев. Sonic 2006 показывает нам людей, в то же время демонстрируя колорит локаций под стать тому же Heroes или классике. Как в принципе и Sonic Unleashed, хоть и с весьма более приземленными локациями, внезапно, правда, имеющий полностью мультяшную стилистику вплоть до дизайна людей. Только вот, начиная с Sonic Colors, со сменой сценаристов, что работают над Соником, в дело вступает некая неопределенность. Не слабо связанная на самом деле с тем, что сценаристы-то новые Кен Понтак и Лорен Граф с синим ежом как бы не сильно знакомы. Ко времени Sonic Colors во франшизе уже едва ли вспоминают про существование какого-то там Мастера Изумруда и того же Острова Ангела, а та же маленькая планета вообще, по всей видимости, стерта из канона полноценно. Конечно, если хорошо подумать, игры по типу Sonic Colors, Sonic Generations, да и на самом деле Sonic Lost World по своей сути сложно брать в расчет. Все дело в том, что они стремятся отойти от привычного сеттинга в угоду чему-то новому и экстравагантному, будь то путешествие по разным планетам, во времени или вот этому. Конечно, и здесь есть веселые перлы в духе все еще целой Луны, зачем было строить такую драму в СА-2, теперь уже как-то непонятно, а также побегушек по зоне, которые вроде бы не должно существовать. Однако вся неопределенность современных игр была разбита в последний на момент записи этого видео игре от Sonic Team Sonic Forces. Да. Sonic Forces — это чертовски чудная в плане общей картины франшизы игра. На удивление, она умудряется наворотить столько странностей и поднять со дна столько несостыковок, сколько франшиза не видала, наверное, со времен оригинального разделения канона на западный и восточный. Я правда даже не знаю, с чего начать. Окей, сразу же самая большая и странная перемена. Соник живет в мире антропоморфных зверей. В игре нет ни намека на людей, ни намека на какое-то там правительство или его организации, что помогали бы там бороться с армиями Эгмана, например. Одним этим фактом игра уже посылает к чертям собачьим большую часть франшизы.
Что, теперь это все-таки внезапно Мобиус? Видимо, решение все переменять так радикально зародилось вследствие того, что игры, начиная с того же Sonic Colors, как бы не имеют определенного сеттинга. Очевидно, неопределенность привела к тому, что при создании сценария для звуковых сил было решено внести и, наконец-то, некую ясность в современные игры и, знаете ли, обозначить уже мир Соника. Правда, вот, видимо, сценаристам было неведомо, что мир-то уже очень даже обозначен и вовсе ни к чему стрелять себе же в ноги. Можно было бы, конечно, предположить, что Forces — это свой отдельный взгляд на франшизу, выбивающийся из общей, без того шаткой картины, но вот нет. Почему же? Приготовьтесь, друзья, к парадоксам. Во всей игре нет ни намека на существование людей где-то поблизости. Эгман не в счет. Однако, возвращая хаоса путем иллюзий, сценаристы макают нас лицом факт того, что Adventure со своими людьми каноничен, тем более учитывая то, что персонажи хаоса-то помнят. Но дальше больше. Если в Sonic Forces нет людей, то чертовски хорошим вопросом является то, каким боком Shadow вообще существует, если он был создан на людской космической колонии Арк, которой тут попросту быть не может, так как она тесно связана, с Землей. Вероятно, это можно было бы решить, сказав, что все игры эпохи Dreamcast чуть более происходили на Земле, а теперь все герои переместились в таких мир антропоморфных фурей и мирно живут там. Что весьма неуважительно со стороны Shadow по отношению к последним словам Марии, если честно. Но вот ни черта так сказать нельзя. В игре спокойно упоминается зона Sea, Sidehill и Sonic Heroes. О чем это нам говорит? Да о том, что действие происходит в мире из Sonic Heroes, который тесно связан с Sonic Adventure 2 и Shadow the Hedgehog, которые в свою очередь происходят, черт подери, на Земле. А еще, это, конечно, не так важно, но по какой-то неведомой причине Гринхилл находится посреди континента, когда он как бы с южного острова, прям с самого зарождения франшизы. Ладно, идем далее. Немногим ранее я упомянул, что мы вернемся к теме переменчивых историй персонажей. Так вот, в Forces возвращается классический Соник. Возвращается, судя по тому, что персонажи не особо удивлены, из Generations, где он там впервые появился, из прошлого, вау, они повстречались круто. Ну и современный Соник напрямую говорит, что рад видеть себя из прошлого. Одна вот загвоздочка, классический Соник здесь, не из прошлого. Тейлз при встрече с ним даже сразу же говорит, мол, ты тот самый Соник из другого мира. Но это же бред. Дело в том, что игра пытается сказать нам, будто бы этот пузатик в самом деле из Мани, а не из Generations. И в то же время все еще из Generations. Теперь, о шок, игра не соответствует не только классике, не только адвенчурам, но и современным играм. Хотя она отсылается практически ко всем из них, заявляя, что они связаны. Создается такое впечатление, что Forces списался специально, чтобы перечеркнуть вообще все, что было до него так или иначе. Сеттинг разительно отличается от старых игр, а один чертов классический Sonic ставит крест на цельной связи с Generations и, следовательно, на нормальной связи с современными играми, так как тут проблема как бы не столько окружающего мира, сколько элементарной логики. Sonic Forces вообще настолько несостоятельная в плане сюжета игра, что она даже не может определиться с историей своего злодея. В основном сюжете слишком уж жирно намекается на то, что Infinite сделал сам Эгман путем всяких там экспериментов и посредством купания в капсулу с зеленой научной жижей. DLC же, раскрывающая предысторию Infinite, говорит, что он был наемником, и после того, когда его честь смешали с грязью, напялил в Рубин Дамаску и стал новым собой. То есть вы понимаете, да, это новый уровень пофигизма. Предыстория персонажа не постоянно не только в рамках франшизы, а в рамках одной, игры. Окей, я уже слишком сильно придираюсь, и это видео превращается в напыщенные речевки на тему проблем Sonic Forces, я понимаю. Однако, все-таки такой акцент важен. Видите ли, Sonic Forces задал планку. Теперь мир Соника выглядит именно так. Никаких людей, только антропоморфные звери. Несмотря на то, что это просто не работает в общей картине вещей, это теперь канон. Современный канон. Канон, утверждающий, что все хорошо, утверждающий, что он все еще связан со старыми играми, хотя это, очевидно, не так. Вот такой вот в Сонике лор. Куда ни ткни в историю Жана найдется что-то, что не слабо так противоречит чему-то другому. Классика со своими двумя интерпретациями, конечно, вроде бы сходится с адвенчурами, однако они, в свою очередь, уже не особо соотносятся с современными играми, а последние, по сути, не сходятся даже сами с собой, однако твердо уверены, что сходятся вообще со всеми. Все это дело, в общем-то, не слабо печалит, если честно. В свое время, познакомившись с франшизой через Sonic X, я полюбил ее за красочных персонажей и их удивительный мир. Франшизе уже за 25 лет. Мы все еще не имеем однозначной интерпретации мира Синего Ежа, и лучший способ рассматривать канон по-прежнему выборочный, когда каждый сам решает, что там было, а чего не было. Вообще, просто нелепо, что у такого персонажа с такими-то задатками на охрененный интересный сеттинг как раз ничего толком и нет. Понимаете, у Kirby есть глубокий черт подери лор. У Kirby. В этом нет ничего плохого, конечно, просто почему Ежу-то так не везет?
И не поймите меня превратно, я прекрасно понимаю, что вдаюсь в слишком глубокий анализ темы, о которой так тщательно, скорее всего, не думали сами авторы. Я понимаю, что вставляя в Generations Crisis City, люди лишь хотели сделать отсылку к оригинальной игре. Я понимаю, что всякие названия зон проскальзывают в диалогах просто чтобы потешить ностальгию фанатов. Я понимаю, что и персонажей пихают в игры ради того же. И я прекрасно понимаю, что при смене сценаристов никто особо не парился над тем, чтобы поддерживать целостную картину мира и какое-то определенное видение всего этого дела. Однако я считаю, что Sonic как франшиза заслуживает просто нормального отношения к своей вселенной. Мне ужасно хотелось бы видеть мир ежа одним цельным миром, а сюжеты, что происходит в нем, его частичками. Возможно ли это на данном этапе? Сильно сомневаюсь. Чтобы обозначить цельный мир, им придется либо вычеркивать весьма немалую часть игр из канона, либо притягивать за уши какие-то там объяснения, и я не думаю, что какой-то из этих вариантов будет рассматриваться в скором будущем. Сегу в целом устраивает нынешнее положение вещей, каким бы парадоксальным оно местами ни было. На этой ноте я хотел бы закончить данное видео. Я надеюсь, что оно было вам интересно и, возможно, вы посмотрели на какие-либо известные вам вещи с другой стороны, а может быть вообще узнали что нового. Не стесняйтесь и делитесь своими мыслями в комментариях, а я напоминаю, что с вами был Саня, всем пока, до новых встреч, бай!